Предупреждение. Все увиденное и услышанное здесь является творческой, философско-художественной самореализацией и несет в себе развлекательный характер. Краткое содержание первой и второй серии. Действительный член общества свидетелей того самого ордена Мамилюков 32-го дня, Петя, получает откровение свыше. Ему следует отправиться на священную гору Кутаис в Грузии, взяв с собой белого кролика, проживающего в Нишимтепе на Акул-Сакак в городе Стамбуле. Приехав по нужному адресу, Петя встречает там животное нужного цвета, но заяц, чувствуя неладное, успевает ночью сбежать в Грузию, скрываясь в Тбилиси, где все же оказывается схвачен идущим за ним по следу Петей. На сокрытый шамбалой от глаз простых обывателей горе Кутаис, от кунаков-бедуинов, он получает свитки Питанджали и Упанишады, посвящается вольного странствующего суфийского дервиша и получает именоречение. Маха Питико Ибн Аскер Перхат возвращается в Стамбул. За успешное выполнение задания Петя награждается нагрудным знаком Деда Мазая первой степени и получает новое задание из «Матрицы» – проверить утечку секретной информации третьим лицам, контактирующими ранее с кроликом. С помощью чуда Петя находит некую вредную Ларису, родом из Кыштыма, исполняющую на восточных базарах песню «Дурум Лейла», встречающуюся ранее с зайцем, успевающую выведать у него секретный пароль «Черт побери». Петя чистит память Ларисы, исправив ее натальные карты, и она забывает пароль. Лариса вместе с паролем забывает о свадьбе с Миредом, в которого была сильно влюблена через интернет, и которому нелегально проникла в Турцию по секретному пространственно-временному порталу Шарташ-Бешикташ из Екатеринбурга в Стамбул. Теперь она никого больше не знает в этом чужом городе, кроме снов Миреда, который он ей рассказывал по интернету. Не может петь, потому что забыла песню «Дурум Лейла», и поэтому влюбляется в Петю, преследуя его и уговаривая вернуться с ней на Урал. Миред во сне следит за кроликом, следя за Ларисой на рынке, выслеживает Петю и намеревается осуществить свою басурманскую месть, рассказав ему свои сны. Песню «Дурум Лейла» можно послушать в исполнении различных исполнителей по ссылке в описании. Современный самурай только внешне выглядит в соответствии со временем, не потеряв своей внутренней сути. С каждым восходом солнца он приступает к работе над собой, мирно сосуществуя со всем живым окружающим миром. Все так же верно служит только своему господину, приходя поклониться ему в синтоистский храм, расположившись перед зеркалом, после чего он молча отправляется в свой ежедневный поход, используя в бою предпочтительное оружие. Для меня это сварочный аппарат с электродами вместо молота у лука и стрел. И надежная катана, рассекающая металл и камень. У самурая, как и прежде, нет цели. Это дорога к самосовершенству, которая не имеет конечной остановки. Это путь для творения полезных и нужных дел и получения бесконечного результата на этом жизненном тренажере. Черепахин вообще в шоке, отсыпался в сумке после такого глобального перемещения в пространстве и просил не беспокоить в этой серии. Во, это вот как раз здесь, черт побери. Вот Михаил Светлов, все, упал, очнулся, гипс. Рептилоид все так же равнодушно наблюдал за мной из вечности своими бесстыжими глазами, ожидая оплошности с моей стороны. Я знал это и был все время осторожен. С ним бесполезно разговаривать. Наоборот,
Он тебя внимательно выслушает, и после все сказанное тобой будет обязательно использовано против тебя. Но вот с богами, когда по делу, с серьезными вопросами, обратиться можно. И можешь быть уверен, что обязательно ответишь, прислав краткий, исчерпывающий ответ. В парке, который вместо Пракрити я использовал для связи с ними, враны, приветствуя меня своим карканьем, опитали меня и в клювах принесли добрую весть. Садись на метробус и езжай в Париж. Но ничего не оставалось делать, как искать это необычное транспортное средство. Париж понятно где, это далеко. А вот метро, автобус, с помощью которого можно доехать туда, это что-то невероятное. Бродя по Стамбулу, я спрашивал у прохожих, как доехать до Парижа. И, к моему удивлению, все показывали в одну и ту же сторону. Дивный мир, дивный. Турецкий язык, он как и французский, с русским, похоже, с взаимодейственными словами, легко понятен всем. Скажи, к примеру, турку, одень другую шапку на башку. Он тебя сразу же поймет, одев другую шапку на голову. Также и французский, который я особо не учу. Нормальные французы и так все понимают. А что? Вдруг и правда, с помощью этого метробуса можно преодолевать пространственно-временной континуум и оказываться где угодно через мгновение. Ну, как это делали наши предки до появления паспортов и границ. Ведь паспорт и переводится, как нет прохода. Портал закрыт, и владелец этого документа не может пользоваться услугами телепортации. Как же я пойду? А скажу, что у меня его нет. И я, свободный суверен, иду аскетом, суфием, получить дозволение стать дервишем. Или просто гуляю, где мне нравится. Вот ведь и не догадаешься, оставили себе проход с допотопных времен и шмыгают тихоря, помалкивая. Ну, может, и правильно. О многих вещах вообще лучше не говорить никому. Чтобы не посмеивались, как сейчас, шароверы над нами, просветленными плоскоземельщиками. Обалденно. О, здравствуй, дерево. И действительно, пройдя немного, я глазам своим не поверил, когда увидел указатель «Метробус» там. Радостные предчувствия заиграли во мне, и в голове поплыли фразочки. «Мои бонжуры, я Жумапель Пьер, приехал к вам Тутариф из самого Можайска. Вы знаете, да? Это где Бородино, торт Наполеон, французы, кутузы. Пардон, муа, если уж какой-нибудь килькишус вышел. Теперь все у вас будет савабьян. Я уже здесь, мон амиги. Будем теперь авек в ансамбле». Скоро уже опубликую свою философию, которую обдумываю еще с детства. Чувствую, что вот-вот уже скоро мне удастся наполнить ее каким-то
смыслом, чтобы передать свой накопленный опыт. Конечно же, все это будет на платном аккаунте. Ибо, как известно, что знания, полученные даром, меньше всего ценятся. К примеру, на Бусти или издать небольшой книжечкой учения Волхва Кантропа. Такие своеобразные контрапучения, наставления на каждый день, как правильно стать пятикантропом, начисто развеяв смешную теорию Дарвина, оскорбляющие чувства истинных эгоцентристов. Хочу открыть людям некоторые тайны мироздания, чтобы были сообщники, с которыми мы отколошматим эту матрицу. А то ишь рептилоиды неплохо устроились. Сидят и тихонько посасывают праны с ничего не подозревающего человечества. Ничего личного. Просто я думаю, что от Маска, дескать, мы его предупреждали, послав завуалированный такой намек, больше не может прокатывать, как актуальное. Каждый должен быть предупрежден четко и конкретно. Отдельная недосказанность, иносказательность, привлечение важности незначительного или преуменьшение опасности чего-либо губительного вполне проходят космические фильтры и получают одобрение на их осуществление. Но по сути, после, в совокупности, составляет один большой трешак для подопечного, который не допустил бы ни один даже самый глуповатый божок из Нижнего пантеона, которому далеко нет дела до людишек, ползающих где-то там по плоской земле. Ну, к примеру, хочешь быть наркоманом? Какие проблемы? Пожалуйста. Только знай, что очень скоро ты будешь лежать в гробу, без всякой интриги жизни. И в твоем случае не будет как-то иначе. И что тебя после вылечат, если что, и тому подобное. Лечить-то, конечно, будут, если у тебя еще есть средства. Но вылечить – нет. И так по всем пунктам. Так ведь будет справедливо. Так мы оказываемся здесь, под этим куполом матрицы, во власти низшего разума, согласившись на условия его игры. Поглумились и надо мной в свое время интерпретаторы действительности. И я нес этот грех, стараясь быть как все. То есть нормальным, социально адаптированным, и даже стыдился своей ненормальности. А это вообще, как оказалось, дар Божий, который заложен в нас от рождения, и так и остается недоразвитым. Не вмешались бы знакомые боги в мою защиту, напрочь бы меня заели эти крокодилы. Не все же хотят дремать вечно в удобном и привычном мирке иллюзий. Даже здесь уже можно начать жить по-настоящему, оставив эту картонную дурилку жизни. Но вернемся к нашим Парижам. В жизни каждого из нас наступает момент, когда встает вопрос, как жить дальше. Нужно принимать решение, погибнуть или как-то спастись. Самоубийцы не в счет. Я хочу сказать о тех, кто, как закоренелый еретик, хочет персонально спастись сам. Но как? Когда ни денег, ни визы с Шенгеном, ни хорошей удаленной работы у тебя нет. Как покинуть болото, засосавшее тебя все больше и глубже? Голова, скажете вы? Как учил легендарный барон Мюнхгаузен? Но она хороша, когда ты умеешь ей пользоваться. И я скажу вам, это мало кто умеет делать. Собственная задница, которая всегда под рукой, вот источник всех бед и спасений. И чем раньше ты себя возьмешь за жопу и потянешь, тем быстрее выберешься из любого гиблого места.
Нужно только тащить себя безжалостно и ежедневно, тренируя и закаляя ее, несмотря на мольбы, оставить ее в покое, в привычной ей зоне комфорта и удовольствий. Любой, думающий о будущем, просто обязан делать это. Так я оказался в Париже. Таких издевок и стёба над собой я не встречал уже лет, наверное, 30, когда божественные цыгане, пообещав снять с меня порчу на киевском рынке, обещали выигрышный билет в лотерею на 100 миллионов, всего за 50 тысяч. Обобрали меня до нитки, и я еще остался должен знакомым продавцам, у которых занимал. Но зато получил замечательный урок на всю жизнь: не участвовать в лотереях и в играх с финансовыми заведениями, в которых твой выигрыш не предусмотрен вовсе. Порчу, кстати, сняли. Не всю, конечно. Оставили венец безбрачия, наложенный на меня одной ведьмой еще в юности, которая хотела выдать замуж за меня свою толстую внучку. Как следует присушить меня у нее так и не получилось, потому что я уехал, а позже вообще забрали в армию, после которой никакие чары на меня уже не действовали, хоть и обколдуйся. Бабушка ей все же приколдовала точно такого же Борова, и они поженились. А на мне венец так и остался. Да что там, Париж или Грузия, или какая-нибудь другая территория. По интернету сказали, что сейчас начался квантовый переход, и каждый желающий имеет возможность совершить скачок вообще в другое измерение. Вот это дело, да, достойное каждого недоразвитого существа. В это особое время любая шудра может перепрыгнуть сразу в брахманы или даже вообще обратиться в Махатму, став на «ты» своим Ганешем или Сварогом. Я тихо долго обдумывал этот переход, не рассказывая про него даже Черепахину. Пока что я только заглядываю туда, но настанет момент, когда я, как следует подготовившись, сделаю шаг в эти миры. На свое 50-летие я уже купил себе в подарок прыгалки и скачу понемногу, тренируюсь на досуге или по ночам. Ну, так, вместо гимнастики. Такая своеобразная разминка, продувка для чакр, комплексом основных упражнений для квантовых скачков. Такие патриархи, как Дон Хуан Матус или Даниил Андреев, спокойно путешествовали там, рассказав нам об этих мирах еще 100 лет назад с лишним. И даже Кант когда-то делал нелепые попытки проникнуть в эти реальности. Конечно же, у него ничего не получилось, так как для этого требуется освобождение от своего сознания. А он все время думал. Весеннее равноденствие празднуют здесь как праздник весны, Навруз, дополнив исламскую религию этим ведическим праздником, сохранив народную традицию. Зацветает турецкая сакура, но об этих красотах смотрите уже в следующей серии, заключительной, 3-й части моих похождений в Стамбуле.